Это моя чудесная хлебная закваска. Подробное видео приготовления этой закваски есть на нашем канале. Ссылка будет в описании или в правом верхнем углу. Несмотря на то, что я очень подробно объяснила, как приготовить эту закваску, все равно я получаю очень много вопросов от вас. Поэтому я хочу в этом видео ответить вам на ваши вопросы. Итак, самый популярный вопрос: зачем во время приготовления закваски мы удаляем отсюда 50 мл? Ответ очень простой. Если мы не будем выбрасывать, то у нас получится огромное количество закваски, которое нам совершенно не нужно. Итак, я хочу вам продемонстрировать, что даже самое минимальное количество закваски достаточно, чтобы выпекать чудесные хлеба на закваске даже ежедневно. Вот столько вот закваски я вот сюда переношу. То есть нам нужны вот эти вот натуральные дрожжевые бактерии. Это я убираю вот так. Я хочу, например, завтра замесить тесто на закваске. Сегодня я буду ее подкармливать, эту закваску. Для подкормки я беру обычно 50 грамм муки. Уже можно использовать обычную белую муку. И добавляем сюда 50 миллилитров обычной воды из-под крана. Как в аптеке, 100 грамм. Очень важно хорошо все перемешать. Все, теперь ложку достаем и накрываем обычной салфеткой, не надо закрывать плотной крышкой, вот так, чтобы воздух поступал. Ждем, пока закваска оживет. Может быть, понадобится 10 часов, 12 часов, дайте ей ожить. Вы увидите, что она увеличится примерно в 2 раза. И все, закваска будет готова. То есть нет никакой необходимости хранить огромное количество закваски. Вот этой моей закваске уже больше года. И она мне прекрасно служит. Как видите, здесь минимальное количество. И, как вы уже, надеюсь, поняли, нет необходимости держать в больших количествах. Если вам нужно не 100 грамм закваски, а больше, например, вам нужно 200 миллилитров, добавляйте 100 грамм муки и 100 миллилитров воды обычной. И у вас получится 200 грамм закваски. То есть все очень и очень просто. И еще один популярный вопрос: как рассчитать, сколько брать закваски? Ответ очень простой. Закваски должно быть 10-20% от количества муки. Если вы будете замешивать тесто из килограмма муки, то берете 100-200 миллилитров закваски. Тоже очень и очень просто. Закваска вот эта хранится годами. Чем она старее, тем она лучше. Вроде бы все. Я ответила на самые популярные, часто встречающиеся вопросы. Надеюсь, теперь понятно. Если остались еще вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Итак, завтра вот из этой закваски я буду печь хлеб. Накрываем салфеткой, а эту закваску я вот так накрываю и ставлю обратно в холодильник. Прошло 10 часов, и посмотрите на нашу закваску. Посмотрите, как она увеличилась в размере и как она прекрасно выглядит. Все, закваска готова к работе.